Марк никогда раньше не видел, чтобы животные вели себя странно, но тут появился огромный медведь и стал приходить к его дому каждый день. Он смотрел на мужчину и возвращался обратно в лес, как будто хотел, чтобы за ним последовали. Марк никогда не обращал на это внимания, но однажды решил удовлетворить свое любопытство и был потрясен тем, что обнаружил. Это было новое начало для Марка и его семьи, которые переехали в новый дом недалеко от леса. Марк любил природу и хотел, чтобы его дети были как можно ближе к ней, поэтому он был очень доволен своим новым домом. Первые 2 дня в новом доме прошли замечательно, родители долго гуляли, а дети весело бегали. Все шло так хорошо, что Марк был уверен, что принял правильное решение. Но однажды его разбудили дети и потащили вниз, чтобы он увидел это. Во дворе был медведь. Было не секретом, что в той части леса водились звери. Марку сказали, что иногда они подходили к домам, потому что чуяли еду или хотели порыться в мусоре. Стоит отметить, что дом Марка был в основном сделан из стекла, но архитекторы хорошо знали эту местность, поэтому стекло было полностью армировано. Медведь точно не смог бы проникнуть внутрь. Марк объяснил это своим детям, ведь на самом деле это была отличная возможность увидеть медведя вблизи, но без какого-либо риска. Когда они подошли поближе, чтобы рассмотреть медведя, животное, казалось, поприветствовало их. Было похоже, что медведь звал подойти их поближе, и они так и сделали. Но когда они сделали пару шагов вперед, медведь внезапно подпрыгнул и направился в лес. Когда хищник немного углубился в лес, он повернулся, чтобы посмотреть на них. Казалось, он хотел, чтобы они последовали за ним. Марк был удивлен странным поведением животного, но отмахнулся от этого. В следующий раз они заметили медведя, когда Белла, супруга Марка, спустилась утром на кухню за стаканом теплого молока. Она была встревожена, увидев медведя. Марк и дети рассказали ей, что видели его и раньше, но она подумала, что они шутят. Теперь Белла знала, что это правда, и была так зла на Марка. Как они могут оставаться в том доме, зная, что медведь приходит к ним? После 3-го визита медведя Марк понял, что хищник приходит не просто так, поэтому он решил подождать у стеклянной двери следующим утром. Медведь снова появился и сделал то же самое, что и раньше. Было ясно, что медведь хотел, чтобы за ним последовали. Но почему? Что-то внутри Марка кричало ему, чтобы он последовал за животным, поэтому он решил прислушаться к своей интуиции. Когда Марк приблизился к двери, медведь побежал в лес, а затем остановился, ожидая, пока человек последует за ним. Как вы можете себе представить, Марк был очень нервным, когда вышел из дома, поэтому он держал некоторую дистанцию между собой и хищником. Это было легко, потому что каждый раз, когда Марк следовал за медведем, тот шел вперед. Может быть, ему нужна была помощь. Но также, что если медведь просто заводил его глубоко в лес, чтобы напасть. 15 минут Марк следовал за медведем, и чем дольше он это делал, тем больше его любопытство разгоралось. Он действительно хотел узнать, что происходит. Тропа, по которой шел медведь, казалось, вела через лес, но им не нужно было расчищать путь, чтобы продвигаться по ней. Казалось, кто-то или что-то уже прошел по ней, расчищая дорогу. К удивлению Марка, чем дальше они шли, тем больше он видел признаков того, что здесь уже были люди. Эта область не была такой нетронутой, как та, откуда они только что пришли. Вдруг Марк понял, куда они направлялись. Вдали он увидел деревянную хижину, это был его сосед, но поскольку дома в той местности были уединенными, они еще не встречались. Все жили довольно далеко друг от друга, поэтому знакомство с соседями было немного сложнее.
Он знал только то, что в той хижине живет мужчина. Причем тут этот человек? Марк не мог понять, что происходит. Но он был немного рад, что медведь привел его туда. Может быть, сосед сможет помочь ему уйти от медведя или напугать животное, чтобы он смог вернуться домой. Но когда Марк подошел ближе к хижине, он услышал, как его сосед кричит изнутри, а медведь стучит в гаражную дверь. Внезапно дверь гаража открылась, и тогда Марк увидел другого медведя, лежащего на полу гаража. Так вот, что так встревожило медведя. Животное в гараже тяжело дышало, и было очевидно, что оно в плохом состоянии. Это был маленький медведь, что навело Марка на мысль, что медведь, который привел его сюда, был матерью, а животное в гараже ее детенышем. Пока животные воссоединялись, Марк поспешил к соседу, чтобы узнать, что произошло. Около часа назад мужчина нашел больного медвежонка в лесу. Он предположил, что его мать оставила его, поэтому забрал медвежонка домой. Он планировал отвезти его к ветеринару, потому что казалось, что медвежонок не сможет выжить в дикой природе в одиночку. Тогда Марк понял, что именно искала медведица. Она оставила своего детеныша в лесу, пока искала Марка. Вот почему она была так отчаянна, чтобы он последовал за ней, и почему не отпускала его обратно. В конце концов, Марку и его соседу удалось привести ветеринара, чтобы помочь этим животным. Мама-медведица была перевезена во временное убежище, пока медвежонок лечился. Как только медвежонок выздоровел, их обоих выпустили. Марк и его семья все еще видят этих медведей время от времени. В последний раз, когда они их видели, медведи выглядели здоровыми и благополучными. Мама-медведица больше не приходит к дому Марка, чтобы поприветствовать его, что замечательно для всех. Он был рад, что смог помочь ей, но также был рад, что все закончилось. Всегда удивительно, когда животные, особенно дикие, ищут помощи у людей. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.